«Привет, армия». То, как Тэхён поделился песней, сказала само за себя, хотя ему не пришлось писать ни слова. Те, кто следит за Тэхёном, сразу почувствовали, что его выбор не был случайным. Это была песня группы Брокэмптон, известной тем, что в ее составе есть несколько участников, которые являются открытыми геями и смело говорят о своем опыте. Среди них был Кевин Абстракшн, который открыто говорит о своей сексуальной ориентации с 2016 года и использует свою музыку, чтобы показать, что разнообразие также является частью хип-хопа. Он не хотел, чтобы его воспринимали просто как квир-икону. Он хотел, чтобы его воспринимали как цельного артиста, который нормализует свою жизнь и чувства. Решение Тэхёна поделиться группой привлекло много внимания. Редко айдол рекомендует группу с таким прямым и личным посланием об идентичности, любви и свободе. Для многих фанатов это был явный знак поддержки сообщества ЛГБТК+, что Тэхён неоднократно демонстрировал небольшими, но значимыми жестами. Хотя он никогда не включал тексты песен, его выбор песни говорил за него. Песня служила напоминанием о том, что Тэхён всегда находит тонкие способы выразить свои мысли. Хотя он знал, что некоторые могут неправильно понять, он все равно это сделал, и именно это сделало его таким искренним и смелым. Несмотря на это, часть фандома отреагировала негативно или проигнорировала его значение. Некоторые токсичные личности, которые были предполагаемой целью сообщения песни, не поняли смысла жеста, но те, кто приняли его состраданием. Они видели в Тэхёне человека, который поддерживает важное дело, не ища признания. И для сторонников Тэгука этот момент имел более глубокий смысл. Песня и ее контекст перекликались с восприятием многих людей отношений Тэхёна и Чингука, многие поверили им и посчитали, что это еще один знак того, что Тэхён продолжает самовыражаться по-своему. За последние несколько дней Чингук оказался в центре шквала слухов. Ситуация обострилась, когда компания запустила программу, которая, казалось, больше была предназначена для получения прибыли, чем для защиты артиста. Многие фанаты заметили, как этот формат выделяет Чимина. В то время как Чингук остается беззащитным перед неконтролируемыми злонамеренными комментариями, отсутствие явной поддержки со стороны компании вызывает глубокое разочарование, а то, как токсичные группы в социальных сетях пользуются этим молчанием, только усугубляет ситуацию. Каждое утро, без исключения, появляются новые посты, полные сфабрикованных теорий, оскорбительных сообщений и слухов, намеренно созданных, чтобы унизить его. Некоторые даже начали использовать инструменты искусственного интеллекта для создания сфабрикованных доказательств, поддельных сцен, поддельных разговоров, которые на первый взгляд кажутся реальными. Их цель ясна – создать искаженный образ Чингука, не имеющий отношения ни к нему, ни к его работе. Но за всем этим кроется нечто более глубокое – попытка повлиять на близкие отношения Чингука и Тэхёна. Каждый жест, каждое воспоминание, каждый момент, который они разделяют, используется как пища для разжигания фанатских споров. Но те, кто следит за ними годами, знают, что их отношения всегда были естественными. Это видно по их взглядам, смеху и поддержке друг друга. Некоторые пытались стереть эту любовь, как будто ее никогда не существовало. Но сообщество, которое их любит, не молчало. Они встали на их защиту, напомнив им, что их связь – не оружие. Вот почему в наши дни так важно поддерживать Чингука и Тэхёна, не вступая в споры, которые только дают пространство тем, кто хочет причинить им боль. Цель ясна – не допустить, чтобы их использовали в качестве предлога для нападок друг на друга. Чтобы люди помнили, что они – личности, достойные уважения. Поддержка крепнет по мере увеличения необоснованной критики. Сообщество знает, что они должны сосредоточиться на том, что действительно важно – защищать то, что они представляют, упорный труд, сострадание и дружбу. Иногда Чингук и Тэхён, кажется, не замечают, что передают их жесты. То, как они смотрят друг на друга, отличается. Это не для привлечения внимания, это не для того, чтобы создать историю, это просто происходит. Между ними царит спокойствие, которое заставляет мир вокруг них исчезать. Любой, кто внимательно всмотрится, знает, что есть пространство, которое понимают только они двое, пространство, образованное без слов. Близость не была запланирована, она не была вынужденной, и она никогда не казалась притворством, она была естественной, как будто они привыкли понимать друг друга без объяснений, именно это делало их отношения такими особенными. Их глаза говорили, короткие прикосновения, маленькие поглаживания, то, как они искали друг друга, все это передавало доверие и близость, которые невозможно было подделать, и они никогда не показывали это никому другому.
хотя их близкие отношения искажались бесчисленное количество раз, хотя каждый маленький момент их отношений использовался для разделения фандома, те, кто знал их путь, знали, что это ничего не меняет. Их смех, их поддержка, то, как они понимали друг друга без слов, это было доказательством их искренности, всего несколько секунд наблюдения за ними, и все было ясно. То, как Чингук наклонился, как Тэхин ответил легкой улыбкой, то, как они естественно наклонились друг к другу, не планируя, все это показывало комфорт, безопасность и привязанность. Именно эти маленькие детали показывали силу их отношений, это не было надуманным, не было принуждением, просто связь, просто правда. Хотя в обществе часто царил шум, хотя слухи пытались разлучить их, Чингук и Тэхён продолжают демонстрировать то, что у них всегда было – близость, уважение и привязанность. Их жесты искренни, их молчаливое общение ясно, и хотя некоторые могут неправильно истолковать их, те, кто действительно внимателен, знают правду. В конце концов, никто не заставлял их вести себя так, и естественность их отношений неоспорима, и именно поэтому так много людей следует за ними с такой любовью. Их взгляды, их легкие прикосновения, то, как они существуют в одном пространстве без слов, все это подтверждает, что их связь уникальна и подлинна, то, что их объединяет, не нуждается в объяснении, это можно просто увидеть и почувствовать. Вот почему, что бы ни говорили, у Чингука и Тэхёна есть что-то особенное, то, чем они не делятся ни с кем другим, что делает их такими любимыми. И в конце концов, все, что произошло за последние несколько недель, привело многих поклонников к одному простому, но важному выводу. Какая бы буря слухов ни поднималась, какое бы вмешательство извне не чинило их, какие бы попытки определенных сторон не очернить их имидж или разрушить их отношения, реальность остается неизменной. Чингук и Тэхён всегда показывают себя самыми честными, самыми человечными, самыми искренними. Когда мир пытается скрыть их за шумом, они всегда находят способ создать маленькие, ясные моменты, которые принадлежат только им, даже если они длятся всего несколько секунд, даже если их лишь мельком видят те, кто внимает всем сердцем, такие отношения не могут быть разрушены слухами, их не могут исказить токсичные комментарии. Их не может погасить расстояние или недопонимание, потому что их близость строится не на словах, а на времени, на опыте, на доверии. Фанаты, которые их любят, понимают это. Они знают, что за каждым испытанием всегда стоит сила, которая возвращается, всегда есть привязанность, которую не может разрушить мнение других, всегда есть маленький свет, которым они делятся друг с другом, не пытаясь его показывать, и одного этого достаточно, чтобы убедить многих, что любовь в любой форме, будь то дружба или что-то более глубокое, всегда находит свой путь. Вот почему, даже несмотря на то, что эти дни трудны, даже несмотря на то, что слухи пытаются все скрыть, сообщество все равно выбирает стоять, все еще выбирает поддерживать, все еще выбирает верить. Они понимают, что защищать Чингука и Тэхёна значит говорить, когда на них нападают, это значит не позволять ложным историям доминировать, это значит проявлять любовь, не отвечая ненавистью на ненависть. И, наконец, когда шум утихнет, когда внешние нападки потеряют свою силу, останется только одно – связь, которую они выстраивали годами, связь, которую видели так много людей и чувствовали те, кто обращает на нее внимание, связь, которая, какой бы она ни была, остается прекрасной, остается крепкой, остается настоящей. Потому что, в конце концов, важно не то, что говорят люди, это не слухи, которые приходят и уходят, это не аргументы тех, кто не понимает. Важно то, что Чингук и Тэхён всегда демонстрировали своим молчанием, своим взглядом, своей естественной подачей, которую понимают только они, и для многих фанатов этого более чем достаточно, чтобы назвать их чем-то особенным. Итак, даже если мир пытается их сокрушить, даже если волны критики обрушиваются без причины, даже если ненависть пытается затмить их свет, они оба продолжают идти вперед, они продолжают сиять, они остаются собой, и сообщество будет продолжать существовать, защищая, любя, поддерживая, до того дня, когда правда, какой бы она ни была, станет настолько очевидной, что никто больше не сможет ее отрицать. Потому что подлинную любовь, настоящую близость и связь, которая не выдумана, невозможно стереть, ни слухами, ни ненавистью, ничем другим. Вот вывод, напоминание о том, что, хотя мир часто бывает суров, Чингук и Тэхён остаются двумя душами, которые находят утешение друг в друге, и пока они остаются собой, ничто не сможет уничтожить то, что они построили вместе.